Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео буду знакомить вас с красивой техникой жаккардового вязания крючком. Еще эту технику называют мозаичная техника вязания жаккарда крючком. В этом видео я буду рассказывать, как связать вот такой мотив крючком по кругу с простым узором. Такой мотив очень просто вязать даже без схемы. Здесь очень простые будем делать прибавки и расширение узора и вписывать это расширение узора в цветной узор. На самом деле здесь вы видите узор расходящихся линий, которые чередуются: полоса светлая, полоса темная. И здесь вот на 6 линиях, местах прибавок, будем расширять узор, вязать по кругу и выполнять вот такой ровный не круг, но строго говоря, получается это мотив не круглый, а шестиугольный. По сути, можно вязать такие шестиугольники и соединять их в единое полотно, например, для вязания покрывала или пледа. На самом деле я вяжу подушку валик, уже связала по кругу вот такую вот трубу. Это основа подушки валика, и по торцам у меня будут вшиты круги. Если вам интересно, подробно расскажу, как вязать мозаичное вязание крючком по схеме, и разберем, допустим, вот этот узор, как я связала подушку. Ну а в этом видео буду подробно показывать, как связать вот такой мотив шестиугольник с цветным жаккардовым узором по кругу. Для вязания жаккардового узора вам потребуется пряжа двух контрастных цветов. Чем различнее будет оттенок пряжи двух цветов, тем ярче и четче будет рисунок. Если у вас будут две ниточки одинаковые по тону, то рисунок будет сливаться. Учтите это. У меня довольно толстая полушерстяная ниточка. Я использую Alize Superlana Maxi. Здесь в моточке 100 грамм 100 метров. Рекомендован крючок номер 5-7, но я беру минимальный крючок номер 5, чтобы вязка была более плотной. Начало вязания мотива идет из центра, и здесь я начинаю вязать темной нитью. И у меня получается, что на темном фоне далее располагаются светлые полоски. Если вы хотите, наоборот, чтобы у вас фон был светлый, то берите вторую нить, и на светлом фоне у вас будут темные полоски. Итак, я беру темную нить и вначале делаю начальное кольцо. Вот оборачиваю просто вокруг пальцев рабочую нить, делаю вот такую петлю, ввожу крючок в петлю, подхватываю, вытягиваю рабочую петлю на крючок и провязываю вот первую воздушную петлю. Далее ввожу крючок в кольцо и провязываю первый столбик без накида. Далее мне необходимо провязать еще 5 столбиков, то есть в первом ряду всего вяжем 6 столбиков без накида. 4 столбик без накида, 5 столбик без накида и 6 столбик без накида. Теперь вот берем за этот кончик нити начального кольца и стягиваем начальное кольцо так, чтобы в центре не было отверстия. Немножко вытягиваем рабочую петлю. Теперь заводим крючок за полупетли первого столбика, захватываем рабочую петлю последнего столбика и протягиваем, выводя петлю наизнанку. Далее эту рабочую петлю можно подтянуть. И вот начальный кружок, первый ряд у нас завершен. Далее для вязания второго ряда вводим второй цвет. Здесь я делаю на крючке начальную петлю вторым цветом и протягиваю ее через рабочую петлю, и первый цвет, он остается на изнанке, мы подтягиваем вот эту вот предыдущую петлю. И уже вторым цветом, то есть у нас первая нить остается на изнанке, на указательный палец мы располагаем нить второго цвета
набираем одну воздушную петлю. Это первая петля подъема. И начинаем вязать второй ряд. Второй ряд провязываем тоже столбиками без накида. И необходимо из каждой петли предыдущего ряда провязать 2 столбика. Вводим крючок только за вторую полупетельку столбика предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Из этой же петли провязываем второй столбик без накида. То есть мы на каждой петле должны провязать 2 столбика без накида. Итого получится, что во втором ряду мы провяжем 12 столбиков без накида. Провязав 12 столбик, завершаем второй ряд. И для этого немножко вытягиваем рабочую нить, вкалываем крючок за 2 полупетельки первого столбика, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнанку. И теперь немножко затягиваем рабочую петлю. И для вязания следующего ряда меняем нить, то есть мы с изнанки подхватываем нить первого цвета и провязываем первую воздушную петлю, уже используя нить первого цвета. Здесь затягиваем уже нить второго цвета и еще один раз провязываем воздушную петлю, то есть получается первая петля подъема. И переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду необходимо провязать 18 петель, то есть при предыдущем ряду было 12 столбиков, необходимо сделать 6 прибавлений, и значит получится 18 столбиков. И получается, смотрите, во втором ряду у нас каждый клин составлял 2 петли, в третьем ряду клин будет состоять из 3 петель. И начинаем вывязывать жаккардовый узор. Смотрите, так как мы второй ряд провязывали за вторые полупетельки, первые полупетельки первого ряда остаются свободными. И сразу после воздушной петли провязываем столбик с одним накидом, вводя крючок на ряд ниже за свободную полупетельку вот синего цвета. Вот здесь у нас в первом ряду было 6 столбиков, и в третьем ряду мы провяжем 6 столбиков с одним накидом. Это первый столбик первого клина. Далее на второй полупетле вводим крючок уже за вторую полупетлю, и здесь мы на второй полупетле провязываем 2 столбика без накида. Итак, мы провязали первый раппорт узора, всего 6 клиньев. И повторяем, вводим крючок на ряд ниже, за свободную полупетельку первого ряда провязываем столбик с одним накидом. Далее здесь мы, получается, пропускаем петлю, во вторую петлю вводим крючок за вторую полупетельку, провязываем 2 столбика без накида. Третье повторение. Теперь уже из третьей петли первого ряда вяжем столбик с одним накидом. И из следующей петли второго ряда полупетли за вторую полупетельку провязываем 2 столбика без накида. Получается, когда мы вяжем столбики без накида, мы всегда вводим крючок за вторую полупетельку последнего ряда. Если мы вяжем столбики с накидом, мы вяжем на ряд ниже, вводя крючок в свободные полупетельки, которые оставляли. И так провязываем третий ряд. Повторяем столбик с одним накидом на ряд ниже и 2 столбика без накида. И здесь я уже выполняю последнее повторение. 3, 4, 5, 6 вот столбик с одним накидом. И 2 столбика без накида.
заканчиваю третий ряд, через вершину первого столбика протягиваю рабочую петлю на изнанку, затягиваю немножко рабочую петельку и провязываю вторым цветом в начале и плюс 1 воздушная петля, и мы уже в работе ввели второй цвет. Начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду продолжаем вязать жаккардовый узор, и в четвертом ряду нам необходимо сделать еще 6 прибавок. Теперь мы уже по столбикам видим разграничение по клиньям, и получается мы будем провязывать над столбиками с одним накидом столбики без накида. Вводим крючок за вторую полупетельку, провязываем столбик без накида. Теперь на ряд ниже вводим крючок и провязываем вот из полупетельки светлой свободной столбик с одним накидом. Вторая петля. Далее провязываем столбик без накида на следующей полупетельке второй. И вновь из той же петельки на ряд ниже провязываем столбик с одним накидом. Итак, мы провязали первый раппорт, первый клин. И теперь у нас клин состоит из 4 столбиков. То есть мы на одном клине сделали одну прибавку. И повторяем над столбиком с накидом столбик без накида. Далее на ряд ниже за свободную полупетельку вяжем столбик с одним накидом. Далее на последнем за полупетельку предыдущего ряда столбик без накида, и вновь на ряд ниже из той же полупетельки столбик с накидом. И повторяем так всего 6 раз, 6 клиньев вывязываем. Заканчиваю четвертый и начинаю вязать пятый ряд. Четвертый ряд заканчиваю также, рабочую петлю протягиваю сквозь вершину первого столбика, протягиваю петлю наизнанку, затягиваю ее немного, далее ввожу первый цвет, темный цвет в работу, подтягиваю предыдущий цвет и провязываю одну воздушную петлю подъема. В пятом ряду раппорт узора или каждый клин будет состоять из 5 столбиков. И здесь мы уже четко видим вот начало темных линий, вот эти вот темные столбики с одним накидом провязаны на ряд ниже. И получается на вершине этих столбиков за свободные полупетельки в пятом ряду вяжем вновь столбик с одним накидом. И получается продолжаем темную линию. Далее над светлым столбиком с накидом вяжем за вторую полупетлю столбик без накида. Далее у нас идет вот эта вот петля между светлыми столбиками, свободная темная полупетля, и именно на этой полупетельке провязываем 2 столбика с одним накидом. И здесь мы, получается, делаем прибавку. Итак, мы уже провязали 1, 2, 3, 4 и завершаем раппорт вот над светлым столбиком за вторую полупетельку столбик без накида, 5 столбик клина или раппорта. И так повторяем вязание каждого клина. Над столбиком с накидом за свободную полупетельку вяжем новый столбик с накидом. Далее над светлым столбиком столбик без накида за вторую полупетельку. Теперь вот между светлыми столбиками на ряд ниже за темную полупетельку вяжем 2 столбика с одним накидом. И над светлым столбиком столбик без накида за вторую полупетельку. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 5 и начинаю 6 ряд. Заканчиваю ряд точно так же, протягиваю рабочую петлю наизнанку через вершину первого столбика и ввожу в работу
нить светлого цвета начинаю вязать в 6-й ряд. Получается, что все четные ряды я буду провязывать светлым цветом, голубым, а все нечетные ряды у меня идут темно-синим цветом. И уже в 6-м ряду начинает прорисовываться узор жаккардовый, и уже легко вязать, можно сказать, по рисунку. Смотрите, над темным столбиком, то есть здесь у нас идет темная линия, она будет идти дальше до конца круга. Провязываю за вторую полупетлю столбик без накида. Здесь уже начинается светлая полоса, и над вершиной светлым столбика с накидом провязываем всегда столбик с накидом тоже светлый за свободную полупетельку. Далее идет 2 темных столбика с накидом, и это получается как бы вершина вот шестиугольника. И в этом месте мы всегда делаем прибавку. И над 2 столбиками, над 2 петлями делаем одну прибавку. И здесь провязываем 3 столбика без накида за вторые полупетельки. На любой, вот я на второй полупетельке провяжу 2 столбика без накида. И получается остается светлый столбик, и завершается вязание клина. Провязываю столбик с накидом на полупетельке светлого столбика. В 6-м ряду раппорт узор составляет 6 петель, то есть расширился клин на 1 петлю. И так повторяем далее этот раппорт. Столбик без накида над темным, столбик с накидом над светлым. Здесь провязываем над 2 петлями 3 столбика без накида. Далее идет столбик с накидом над светлым столбиком, и провязываем этот ряд. Перехожу к вязанию 7-го ряда, завершаю 6-й ряд. Как всегда, протягиваю рабочую петлю наизнанку, затягиваю, ввожу в работу нить первого цвета темного, 1 воздушная петля, и начинаем вязать узор, первый клин. Над синим столбиком с накидом за свободную полупетельку на ряд ниже вяжем столбик с 1 накидом, над светлым столбиком столбик без накида. Далее смотрите, на ряд ниже вот мы видим 2 столбика, начало новых 2 темных линий, и провязываем теперь на полупетельке первого столбика на ряд ниже столбик с накидом. Далее здесь на следующей полупетельке вяжем 2 столбика без накида, то есть мы здесь по центру делаем 1 прибавку, и на вершине 2 столбика с накидом провязываем столбик с 1 накидом. Получается, над темными столбиками вяжем новые темные столбики, и завершаем раппорт. Над светлым столбиком вяжем столбик без накида за вторую полупетельку, и повторяем раппорт. Столбик с накидом на вершине темного столбика, столбик без накида на вершине светлого, столбик с накидом на вершине темного столбика с накидом. Здесь получается прибавка 2 столбика без накида за вторую полупетельку, столбик с накидом на вершине столбика с накидом темного и столбик без накида. Так провязываем этот ряд. Начинаю вязать 8-й ряд. Светлый цвет в работе. Поменяла уже нить, сделала 1 воздушную петлю, и в этом ряду каждый клин, каждый раппорт состоит из 8 петель. И смотрите, вот мы видим, у нас идет 1 клин, смотрим по темным линиям от начального кружка, вот идет 1 клин. И теперь на 7 петлях нам необходимо провязать 8 столбиков и вписать их в узор. И здесь, как обычно, вписываем узор вот здесь вот по центру. И здесь сразу видим, идет в начале темный столбик, над ним продвязываем столбик без накида за вторую полупетельку. Над светлым столбиком с накидом вяжем светлый столбик с накидом на ряд ниже за свободную полупетельку. Над темным столбиком столбик без накида. И здесь смотрите, на ряд ниже есть 2 свободные полупетельки, и начинаем
новые светлые линии. Вяжем на первой полупетельке столбик с накидом. Далее здесь провязываем столбик без накида на свободной полупетельке второй. И далее на второй полупетельке светлой на ряд ниже провязываем столбик с одним накидом. И у нас идет начало новых светлых линий. Далее провязываем над темным столбиком столбик без накида, над светлым столбиком с накидом на ряд ниже столбик с одним накидом за свободную полупетельку. И все, у нас провязано 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начинается новый клин, новый раппорт. Столбик без накида, столбик с накидом на ряд ниже, столбик без накида, столбик с накидом на ряд ниже за свободную светлую полупетельку. Здесь мы делаем прибавку столбик без накида по центру, столбик с накидом на ряд ниже за свободную полупетельку. И здесь дальше по рисунку столбик без накида над темным столбиком и столбик с накидом над светлым столбиком за свободную полупетельку на ряд ниже. И так провязываем этот ряд. Начинаю вязать 9 ряд, и по сути с 9 ряда идет повторение прибавок, как предыдущие 4 ряда. То есть в 9 ряду делаем точно такие же прибавки, как в 5 ряду, в 10 ряду, как в 6 ряду, в 11 ряду, как в 7 ряду, и в 12 ряду, как в 8 ряду. Вот именно в этих местах. А именно до места прибавок здесь уже вяжем узор по рисунку. Но здесь уже очень просто. Смотрите, начало вязания здесь мы видим над темным столбиком с накидом вяжем столбик с накидом за свободную полупетельку. Над светлым столбиком вяжем столбик без накида за вторую полупетельку. Повторяем до места прибавок, то есть получается до угла шестиугольника. Здесь столбик без накида, и здесь провязываем на ряд ниже на свободной полупетельке 2 столбика с одним накидом, именно на одной полупетельке. То есть точно так же, как мы вязали вот в 5 ряду. Вот видите, вот место начала вот этих темных линий. Далее продолжаю вязать по рисунку раппорт, и в 9 ряду у нас должен клин состоять из 9 столбиков. Здесь провязываю над светлым столбик без накида, и здесь уже начинается новый клин вот именно от линии, от темной линии, которая идет от начала кружка. Итак, повторяю, провязываю этот ряд. Начинаю вязать 10 ряд, и здесь по рисунку довязываю до места прибавок. Над темным столбиком провязываю столбик без накида за вторую полупетельку, над светлым столбиком вяжу столбик с одним накидом, получается на ряд ниже, и вновь столбик без накида, столбик с накидом над светлым столбиком. И здесь получается над двумя темными столбиками провязываю 3 столбика без накида за вторые полупетельки. Прибавку можно делать хоть на первом, хоть на втором столбике. На второй полупетельке провязываю 2 столбика, и далее вновь вяжу по рисунку столбик с накидом над светлым столбиком, с накидом, столбик без накида над темным столбиком и столбик с накидом над светлым столбиком. Далее начинается второе повторение. И так провязываю этот ряд. Начинаю вязать 11 ряд, и здесь мы вначале вяжем по рисунку. Здесь мы видим, идет темная линия в начале, и провязываем над столбиками с накидом новый столбик с накидом за вторую полупетельку. Над светлой линией вяжем столбик без накида за вторую полупетельку. И так чередуем столбик с накидом над темной линией,
столбик без накида над светлой линией. Здесь по центру вместе прибавок продолжаем вязать вот над столбиками с накидом темной линии, вновь столбик с накидом. И здесь по центру нужно сделать новую прибавку, один столбик, и провязываем 2 столбика без накида на вторых полупетельках 2 столбиков. Здесь я специально продолжаю как бы столбик, то есть не на одной полупетельке провязываю 2 столбика, а еще на второй, чтобы немножко как рассредоточить прибавки. И на столбике с накидом провязываю столбик с накидом. И далее по рисунку столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида над светлой линией и столбик с накидом. И здесь уже начинается новый раппорт. Мы видим, что темная линия, которая идет от начального кружка, это уже новый клин. Итак, продолжаем делать прибавки в местах прибавок и провязываем этот ряд. Начиная 12 ряд, и в этом ряду тоже также продолжаем вязать узор в начале по рисунку. Над темной линией провязываем столбик без накида, за вторую полупетельку над светлой линией провязываем столбик с накидом на ряд ниже за свободную полупетельку и чередуем столбик без накида, столбик с накидом на ряд ниже, столбик без накида, и дошли до места прибавок. Здесь начинаем вязать светлые линии. Начало вязания светлых линий. Вводим крючок на ряд ниже за свободную полупетельку, провязываем столбик без накида. Здесь в центре было 2 столбика, и провязываем, получается, делаем прибавку, вяжем столбик без накида, и на второй свободной полупетельке вяжем еще столбик с одним накидом. И далее продолжаем вязать по рисунку. Над темной линией столбик без накида, над светлой столбик с накидом, вновь столбик без накида и столбик с накидом. И первый клин, первый раппорт узора завершен. Далее провязываем еще 5 клиньев, и, как я говорила, повторяем прибавки как последние 4 ряда. Вывязываем, вот получается 2 новых линии, и можно вязать такой мотив, продолжая вязать по сторонам узор по рисунку, прибавки повторяя как 4 ряда, и вяжем мотив до любого размера и получаем большой шестиугольный узор.